Всем привет! Мы сегодня в Плявниках. Это брат-близнец микрорайона Пурцемс, и находятся они совсем рядом, через дорогу. В отличие от Пурцемса, Плявники построены не на болотах, а на лугах, что и говорит само название. Дело в том, что Плявники с латышского языка переводятся как «луга», или, если дословно, «лужники». Район вошел в состав Риги в 1974-м, когда и начал разрабатываться проект на застройку. И в 80-е начал активно застраиваться новыми, современными многоэтажками. Ну а до этого на этих местах практически ничего не было, только сельскохозяйственные поля. Если посмотреть карту Риги 1876 года, мы увидим пустые поля, на которых выделяются только подвалы Пулвера в качестве ближайшего здания на текущем перекрестке улиц Илукстес и Лубанус. Историки полагают, что во время наступления неприятеля на Ригу там были арсеналы с боеприпасами. Ну а уже на карте 1930 года можно увидеть на территории современного района несколько усадеб. Но в целом это все равно поля, болота и леса. И даже на карте 1959 года практически ничего не меняется. Архитекторы со стажем говорят, что при проектировании Плявников больше внимания уделялось общественной застройке. Первые этажи отдавались магазинам, кафе и мастерским. На статус архитектурных шедевров район Плявники никогда не претендовал. Тогда решалась только одна жизненно важная задача – обеспечить рижан жильем. Поэтому в строительство использовались одинаковые 9-этажные дома 602 серии. В 90-х были построены 3 18-этажных дома, прямо в самом центре Плявников. Я хочу, чтобы это был самый удобный квартал в мире, во вселенной. Многоэтажки также граничат с частными домами. По этим деревьям, конечно же, можно сказать, что Плявники существуют намного раньше, потому что им больше, чем 60 лет. А частная застройка как раз и идет вдоль всех этих деревьев. Может, я детектив? Также хочу вам показать, как и в прошлом видео, несколько старых фотографий тех времен из 80-х со свежими построенными домами. В Плявниках было создано несколько интересных скульптур, но при экономическом кризисе 90-х некоторые скульптуры сдали на цветной металл. Осталась единственная скульптура возле 86-й средней школы, которая символизирует мать с 2 детьми, выполненная мастером Зигридом Фернау Тищенко. По легенде, идея этой скульптуры пришла ему в голову, когда он наблюдал за жителями района. Сегодня у Плявников появился свой имидж, а именно спортивные площадки и парки. Ну и вообще микрорайон активно развивается в последние 2 десятилетия. Здесь возводятся новостройки и был создан целый жилой массив. Кстати, даже после развала Советского Союза здесь сохранились названия улиц в честь крупных советских ученых Андрея Сахарова и рижанина Мстислава Келдыша, который является одним из тех, кто стоял за подготовкой к космическому полету Юрия Гагарина. Между прочим, в Москве установлен памятник в честь Мстислава Келдыша на аллее космонавтов. И да, чуть не забыл сказать, в Москве есть район с таким же названием – Лужники. Можно сказать, привет из Плявников. Туристов в Плявниках может заинтересовать самый высокий искусственно образованный в столице холм. Он появился на месте городской свалки и сейчас называется Кепка Ушакова. Бывший мэр Риги Нил Ушаков уделял этому проекту особое внимание, а насыпь по форме напоминает кепку. До рекультивации на свалке хранилось более 1,5 миллиона кубических метров отходов, загрязнявших почву. Гора в Плявниках опередила по высоте даже 28-метровый холм Дзегушкаунс, который считается самым высоким естественно образованным холмом Риги. Ну а рядом теперь здесь находится красивый парк, где любят отдыхать местные жители. Одна из достопримечательностей Плявников – это магазин «Морковка». Но здесь уже давно мега, само здание перекрасили, и оно уже не похоже на морковку. Но спросите любого жителя Плявников или Пурцемса, что такое морковка. Он ответит вам без колебаний. Ну, конечно, были и другие известные магазины, как Талова, Сахара и Плявники. Но морковка есть морковка. Плявники, так же как и Пурцемс, не избежал криминального прошлого. Здесь орудовала очень жестокая банда, которую называли 8 марта. Ну, в подробности я уходить не буду, потому что в жизни и так хватает негатива.
Но зато в Плявниках есть свой супергерой, который отлавливает наркоманов и перед этим вызывает им скорую помощь. Да, такой вот креативный супергерой. Почему вы тут все курите, распиваете алкоголь, мусорите, орете матом, писаете? Они пойдут за тобой. Интересно, он летать умеет? Но в подробности этой истории я тоже уходить не хочу. Но зато хочу рассказать вам один очень позитивный момент. Но я надеюсь, что он позитивный. Дело в том, что здесь живут несколько депутатов Рижской думы. Так что район может чувствовать себя спокойно. Ну и надеюсь, на этой позитивной нотке мы закончим наше видео. А если кто-то хочет узнать больше про Плявники, посмотрите наше видео про Пурцемс. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и всем пока! А мы смеемся толпой до утра, ведь мы из Плявников. Но счастливы мы, ведь мы из Плявников. Мы из Плявников. Mēs no Latvijas. Mēs no Latvijas.